Она была первой, затем была вторая картина, потом третья, потом еще и еще. И сегодня я покажу вам новую версию, как можно в одной картине очень гармонично сочетать шпатлевку и настоящие живые цветы. Итак, поехали! Сегодня я буду работать на планшете из ДВП, размер планшета 50 на 70 сантиметров. И первым делом я делаю разметку. Сначала я делю планшет по вертикали, абсолютно симметрично, на две части. И далее по горизонтали делю на 3 равные части. Центральную часть я также делю еще на 3 равные части. В этом месте будет располагаться лицо. И по всем правилам, для того, чтобы лицо было симметричным, его необходимо разделить на 3 части. В одной части будет располагаться нос, в другой части будут располагаться губы, и в третьей части будет располагаться лобная часть и верхняя половина глаз. Я все измеряю линеечкой, чтобы у меня все было гармонично, симметрично и чтобы лицо выглядело целостно. У меня нет задачи сделать лицо очень схожим с лицом человека. Скорее, это будет больше похоже на маску. Я не буду делать плавные переходы от щек к губам или от глаз к бровям. Нет, здесь у меня будет достаточно грубый объем, но все равно я очень хочу, чтобы лицо было максимально похожим на лицо человека и даже больше, скажу, на лицо женщины. В верхней части головы я буду делать такое подобие короны, даже некий отсыл к русскому кокошнику. И у меня получился вот такой схематичный образ, с которым я дальше продолжаю работать. И дальше делаем объем. Объем я буду делать с помощью кусочков пенопласта. Для того, чтобы перенести рисунок на пенопласт, я буду пользоваться малярным скотчем. Я приклеиваю его к основе, аккуратненько делаю перевод рисунка на сам скотч и дальше приклеиваю его на пенопласт и аккуратненько обрезаю канцелярским ножом. Если вам повезло и у вас есть целиковый кусочек пенопласта, то вы можете сделать всю форму сразу. У меня это были вот такие огрызочки, которые мне пришлось вырезать под лобную часть, под форму. И я собираю весь объем из разных кусочков. Ну, в принципе, это не очень важно. Самое главное, что мы впоследствии получим итоговый вариант. Гораздо важнее здесь обратить внимание на толщину этих кусочков, чтобы уровень по толщине везде был одинаковый. И далее с помощью клея-пистолета я приклеиваю пенопласт к основе. Таким же способом я делаю объем на губах. Только единственное, при приклеивании к поверхности губ я делаю небольшой зазор между ними. Оставляю небольшое расстояние. Глаза пока просто переношу на малярный скотч и оставляю до следующих действий. Глаза делать объемными я не буду. Пенопласт очень мягкий материал, поэтому необходимо его зафиксировать и сделать жестким, прежде чем я буду наносить на нее шпатлевку. Для этого я использую гипсовый бинтик, нарезаю его на небольшие кусочки по размеру, смачиваю в воде и прикладываю к поверхности. Прижимаю его внизу, выравниваю и далее даю некоторое время, чтобы он полностью высох. А в это время я пока развожу раствор шпатлевки.
Зрители, которые часто смотрят мои ролики, уже знают, что для разных целей я использую разную шпатлевку. И если я замешиваю сухую гипсовую шпатлевку, развожу ее, значит мне нужна достаточно плотная масса, которая хорошо держит объем. Какую массу я использую, вы можете увидеть в моем телеграм-канале, который вы сейчас видите на экране. Подписывайтесь, и там я делюсь со своими секретами, какими-то ошибками, которые были у меня в работе, интересной информацией, все, что связано с творчеством. Буду рада видеть вас на своем канале. А сейчас я распределяю раствор из гипсовой шпатлевки по поверхности объемных фигур. Чтобы получить ровную поверхность, я смачиваю синтетическую кисть в воде и легонечко разглаживаю всю поверхность. Далее мне необходимо нанести небольшой объем шпатлевки на лицо. Но для этого необходимо для начала сделать отбивку из малярного скотча. Таким образом будет проще наносить шпатлевку, не задумываясь, выходите ли вы за пределы, и впоследствии это уменьшит работу с зашкуриванием. Контур будет четкий и ровный. Итак, после того, как отбивка нанесена, я распределяю шпатлевку по поверхности, там где лицо, зона шеи и вот такая палочка, как от маски. Шпатлевку можно наносить как шпателем, также силиконовым шпателем или мастихином. Если работа мелкая, то лучше, конечно же, использовать мастихин. Чтобы разгладить поверхность, можно использовать также мастихин, смоченный в воде, или синтетическую кисть, смоченную в воде. Оставляем шпатлевку сохнуть и идем с дочерью собирать цветы для будущей композиции. Я выбираю достаточно плотные цветы с бутончиками или с хорошим рельефом, фактуркой, для того, чтобы оттиск получился красивый. Вот такой вот лист я нашла, у него невероятные жилки, и он точно даст хороший оттиск. Мой любимый папоротник. Вот такие бутончики, они слегка подвяли, но тоже хорошо отпечатаются. Всегда под рукой держу мисочку с водой, куда я буду отпускать листики, прежде чем положить их на полотно. Вновь развожу шпатлевку, хорошо распределяю ее по поверхности, стараюсь сделать одинаковый уровень везде, чтобы и по краям, и в середине уровень был ровный, и было достаточно массы для того, чтобы утопить цветы в шпатлевке. И начинаю выкладывать листики на поверхность. Самое главное здесь это сделать красивую композицию. Хорошо разложить листики, чтобы они выглядели красиво и гармонично. Слегка придавливаю пальцами цветочки внутрь, но не сильно. Выкладываю листик за листиком до того момента, когда все пространство будет заполнено. Это очень медитативный процесс, и если вы включите музыку и погрузитесь в него полностью, то вы не только расслабитесь, но получите, правда, настоящее удовольствие. После того, как все пространство заполнено, я беру плотную бумагу и скалку и прокатываю еще раз, хорошо прижимая цветы в поверхность, слегка вдавливая их. И далее начинаю аккуратно вытаскивать цветы с поверхности. Я убираю цветочек за цветочком, стараюсь сделать это медленно, чтобы сохранить полученные оттиски и не размазать их. Посмотрите, какой шикарный оттиск получился у листа. Я не знаю, что это за лист, очень похож на хрен или какой-то огромный подорожник. Даже ромашечка отдала оттиск от своих лепесточков. Ну и, конечно, неизменный папоротник, это моя любовь. Посмотрите, какой замечательный, видно каждую жилочку. Это хоста тоже дает очень красивый оттиск. Ну и маленькие бутончики очень хорошо отпечатались в поверхности. Так, листик за листиком я убираю всю поверхность, после чего вновь накладываю небольшое количество шпатлевки на место, где должны быть брови. Аккуратно разглаживаю мастихином. В тонких местах можно помочь пальчиком сделать плавный изгиб. И дальше беру две травинки, которые очень похожи на колоски.
Также можно использовать колоски, но колосок он сухой и может остаться в поверхности шпатлевки. Лучше использовать все-таки живые цветы, которые не осыпаются. И делаем подобие бровей из колосков. Получается очень необычно. Даем шпатлевке минут 10-15 схватиться, после чего убираем нашу отбивку, убираем малярный скотч и оставляем все это до полного высыхания шпатлевки, приблизительно либо на ночь, либо на сутки, в зависимости от толщины вашего слоя. Зрители, которые смотрят мои ролики, знают, что после высыхания шпатлевки необходимо сделать обязательные процедурки. Чтобы шпатлевка была приятная на ощупь, ее необходимо зашкурить. Я использую грубую тонкую шкурку. Здесь вы видите уже готовый результат после ошкуривания. Необходимо тщательно смахнуть пыль и далее обязательно необходимо прогрунтовать. Грунтовка нужна для того, чтобы обеспылить поверхность, это во-первых, а во-вторых, необходимо ее укрепить. Я использую обычную грунтовку из строительного магазина, грунтовка глубокого проникновения. Я хорошо прогрунтовываю всю поверхность для того, чтобы грунтовка проникла во все рельефы и узоры. И, конечно, ее необходимо просушить, дать ей как минимум полчаса, чтобы она высохла, хотя полное высыхание грунтовки происходит в течение суток. Самое время заняться декором. Для этого я буду использовать акриловые краски. Основным цветом я буду использовать белый цвет, в который добавляю полкапельки черного цвета буквально на кончике мастихина. Хорошо перемешиваю и далее добавляю фиолетовый и голубой цвет, тоже буквально по капельке. И у меня получается вот такой вот нежно-серый оттенок, которым я прокрашиваю всю поверхность картины. Я закрашиваю полотно полностью, включая и рельеф, и основной фон, и лицо. Самая главная задача – хорошо пройтись по рельефу, посмотреть на него под разными углами, и вы точно сможете обнаружить область, которая не прокрасилась. После того, как основной фон прокрашен, необходимо дать ему просохнуть минут 10-15, чтобы краска схватилась, и можно приступать к окрашиванию нашей природной короны, верхней части полотна. Здесь я буду использовать очень яркие краски, которые будут олицетворять цветочки, листики. Большая часть цветов, конечно, будет зелеными, разных оттенков зеленого. Цветочки и какие-то бутончики я буду прокрашивать уже желтыми, розовыми и фиолетовыми цветами. Все остальное у меня будут краски смешиваться, зеленый будет переходить в желтый в оранжевый, фиолетовый будет плавно перетекать в розовый и белый будет сливаться с голубым. Таким образом я прокрашиваю все полотно, чтобы не было свободного места. И отдельное внимание я уделяю тому, чтобы хорошо забить краску в рельеф. Если вы приступили к этой части декора, то останавливаться уже нельзя. Акриловая краска очень быстро сохнет, и если вы оставите это полотно хотя бы на 10 минут, то стереть вы уже его не сможете. А сейчас нам необходимо стереть излишки краски и оставить ее только внутри в рельефе. Для этого нам потребуется слегка влажная тряпочка, в которой мы убираем излишки краски. И посмотрите, какой невероятный переход цветов получился в листике, видно каждую жилочку, и он получился невероятно красивым. Именно за этот необычный рельеф я люблю работать с живыми цветами. А дальше я развожу еще небольшое количество краски в тех же пропорциях. Ничего страшного, если у вас будет чуть-чуть голубее картина или чуть-чуть сиреневее. Самое главное, что основной тон у нас уже является серый. И сейчас я беру кисточку. Она должна быть практически сухой, ее буквально надо спрыснуть водичкой, чтобы начать патинировать. Такой способ нанесения краски называется тонировка или патинирование. Полусухой кистью, желательно в одном направлении, вы проходитесь краской, которая на кончике кисти, ее совсем-совсем немного, и прокрашиваете поверхность, которая только что, видите, пестрела яркими красками, а сейчас она уже слегка поблекла, но такой благородный у нее отлив получился с серебром, и выглядит все очень спокойно и красиво. То есть у нас осталась краска внутри в рельефе, которая хорошо проглядывается, но основной фон у нас все-таки является серый. И остатками краски мы прокрашиваем на второй или даже на третий слой основную часть полотна. Прежде чем приступать к следующему этапу, необходимо дать краске очень хорошо высохнуть.
И дальше подготавливаем клей для потали и закрепляющий лак для потали. Ну и, конечно, саму поталь. С помощью кисти я наношу клей для потали на поверхность лица, которая не объемная. Хорошо распределяю клей по поверхности и даю ему достигнуть необходимого отлипа. В зависимости от того, что написано в вашей инструкции, у меня клей сохнет 5-6 минут. И далее очень аккуратными движениями я приклеиваю листики потали, разглаживаю их с помощью мягкой кисти. Иногда использую большую кисть. Если труднодоступные места, то использую маленькую тоненькую кисточку, чтобы прижать лист к поверхности и хорошо его разгладить. Покрываю поталью всю поверхность и далее даю буквально 10-15 минут, чтобы листики схватились с клеем, и начинаю аккуратно убирать излишки потали. По моей задумке на этом этапе я должна была остановиться. Я смотрела на картину весь вечер, и мне явно чего-то не хватало. Очень много было пустого пространства, и картина казалась какой-то немного бездушной. И к утру я нашла решение, и сейчас мы будем продолжать декорировать. Я решила подчеркнуть корону и сделать неспадающие нити золотым контуром. Для этого я размечаю простым карандашом на поверхности одинаковое количество линий с правой и с левой стороны. И далее с помощью золотистого контура делаю очень легкие воздушные ниточки. Они все должны быть разной длины, где-то длиннее, где-то короче. Не обязательно делать их синхронными, они должны быть очень естественными. Но желательно, чтобы количество нитей с правой и с левой стороны совпадало. Далее с помощью этого же контура делаю окантовку для короны, также одинаково с правой и с левой стороны. И потом делаю небольшие капельки, которые будут висеть на этих нитях. Делаю их в разных местах, чтобы они не синхронизировались между собой, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. И затем с помощью тоненькой кисти, смоченной в воде, я их слегка прижимаю и разглаживаю, чтобы сделать их более аккуратными и ровной формы. Слегка придавливаю их к поверхности и делаю их такими капельками аккуратными. Так как у моей царицы закрыты глаза, мне захотелось ее немножечко оживить. Сначала я захотела нарисовать ей третий глаз, но мне показалось, что это будет очень грубо и пошловато. Поэтому я решила использовать старославянский символ солнца. И он очень удачно сюда влился. Далее необходимо все покрыть акриловым защитным лаком, и можно наслаждаться результатом. Это видео снималось при дневном естественном освещении. Никаких фильтров здесь не использовано, и вы можете видеть, какие цвета, как они выглядят при натуральном освещении, как они переливаются, перетекают из одного в другой, и этим можно любоваться бесконечно. Мне очень нравится итоговый вариант. Краски получились очень нежные, приглушенные. Хоть я наносила достаточно активные яркие цвета, но итогом они стали очень спокойными. Если вам так же, как и мне, понравился итоговый вариант, или у вас есть какие-то дополнения, комментарии или вопросы, обязательно пишите в комментарии ваше мнение, делитесь своими эмоциями. Мне это всегда очень приятно. Если вам все понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного.